торговля в реальном времени, и мы смотрим на индекс DAX, я его купил. Вот здесь ставлю вертикальную линию на место входа. И мой стоп-лосс 25 836, и take profit будет возле большого круглого числа 26 тысяч уже на индексе DAX. И посмотрим, смогу ли я здесь заработать, и, возможно, еще добавлю объем, потому что вход в рынок в этой точке агрессивный. Что значит агрессивный? Значит, чуть дальше от вот этой белой зоны, это зона ценности. Отлично, есть подтверждение, заходим в рынок. Итого 3 позиции в рынке. 3 позиции в рынке. Вот они, 3 стопа. Там тейки. Тейки распределены таким образом. Первый тейк очень близко. Вот здесь второй тейк 20. Давайте его возьмем, посмотрим. 25 900. Поставим на локальное круглое число. 25 900. Вот сюда. И остаток вон туда наверх 26. Всегда смотрю на то, кто доминирует. Да, и меня не интересуют какие-то столпы или там какие-то ошибки. Мое внимание направлено на то, что если у меня есть символ в таблице тренда, трендового сканера, вопрос такой, и все мое внимание на этом сосредоточено. Я на передней стороне или на обратной уже стороне? Потому что если я на передней стороне, мои шансы заработать огромные. Если я на обратной стороне, мои шансы потерять огромные. Угу. И пока я на передней стороне, я покупаю, и остаюсь в рынке. Как только я вижу обратную сторону тренда, я об этом уже много говорил, в Telegram подписывайся, ты узнаешь больше о том, как я работаю, если это, конечно, интересно. Потому что моей проблемой раньше было непонимание. Вот я вижу, например, тренд, да, цена идет наверх. Казалось бы, я там захожу в этот тренд, бац, она замерзает или разворачивается. Или коррекция, которая так красиво возле уровня была, в итоге превращается в разворот. И уже с годами я понял, что я входил чаще всего на обратной стороне тренда. А передняя сторона тренда, она существует вот такой небольшой отрезок. То есть, скажем, вот идет весь тренд, передняя сторона, вот она. Все, вот этот вот момент, да. И тебе нужно его выявить, на него обратить внимание и найти рынок, который находится в состоянии моментума. Ты понимаешь, в чем сложность анализа рынка, когда ты сам анализируешь рынок. Тебе самому нужно выявить вот этот момент на конкретном рынке, потому что не везде такое бывает. Например, вот сейчас у меня там 15 рынков разных, и только на индексе DAX есть передняя сторона тренда, и вообще есть тренд. А если я бы анализировал вручную, мне надо было каждый рынок проверять, есть ли там тренд, все ли критерии совпали. Когда зарабатывать деньги, правда? Когда постоянно мозг находится в обработке данных. И поэтому твои входы, они как бы, вижу тренд, вот идет цена. А он уже может быть на обратной стороне. И вот это я считываю с помощью вот этих двух линий, которые находятся поверх гистограммы. Кстати, еще один момент такой. Видишь линии, как высоко, и какое между ними расстояние. Это говорит о том, что бык полностью контролирует рынок. Угу. Пока нет признаков слабости, но они могут в любой момент возникнуть. И вот это есть главное преимущество системы, что это мы можем считать здесь, сейчас, у правого края графика. Наблюдаем. Я люблю все показывать в реальном времени, потому что именно это демонстрирует то, как работает система и как, что важно, вот здесь работают твои мозги, должны они работать. Угу. В какой последовательности мыслить. Какие должны быть ключевые ориентиры у тебя на графике. Так, ну что, возвращаемся в эфир. Невероятно интересный сегодня день на индексе DAX. Напомню, сначала я купил агрессивно, получил стоп. Потом зашел в зоне ценности 3 позициями. Тейк 1 сработал. И стопы 2 других я подвинул. Таким образом сократил риски. Оба стопа сработали. Суммарный минус 2,5%. Теперь появился другой сигнал. Контртрендовый. На разворот. И посмотрите, что происходит на осцилляторе. Я уже в продаже. Да, открыл 2 позиции. Вот здесь. Если вы внимательно посмотрите, вы заметите, что линии моментума пересеклись. То есть здесь мы видим все идеально, все хорошо, все растет. Потом бум! Посмотрите, как резко линии полетели вниз. Вот здесь пересекаются и уже двигаются в южном направлении. Также мы видим, что вот эту зону, где белые точки пробили, потом цена вернулась к красным, и это идеальное место, чтобы уже быть контртрендовым трейдером. Вот такие дни бывают, когда сначала ты смотришь, все идеально, бычий рынок, все красиво, потом бац,
и тренд совершенно другой. То есть не упираться, что цена пойдет наверх, а отреагировать на изменение контекста. Вот здесь, вот в этой локации, происходит изменение. Поэтому минус 2,5% это... Если сработает этот тейк, то я выхожу в ноль, и дальше у меня есть шанс забрать еще один тейк в районе 25 700, если цена будет двигаться в мою сторону, и это дает мне очень хорошее соотношение. Примерно 3 к 1 тейка к стопу. Посмотрим, реализуется ли оно. Сработал первый тейк от продажи на разворот против тренда. Таким образом, я закрыл два вот этих небольших стопа и вышел в ноль. И теперь посмотрим, дойдет ли цена до вот этого тейка, который находится прямо на уровне поддержки. Возьму стоп этой позиции и переведу в безубыток. Все. Худший сценарий теперь для меня это 0. Лучший сценарий это хороший профит, да, если вот этот тейк сработает. Двигаю стоп-лосс от вот этой продажи против тренда за красными точками. Двигаю стоп за красными точками, чтобы уже гарантированно закрыть сегодняшнюю сессию в плюсе. И был бай здесь, стоп-лосс, потом 3 покупки. И затем я продал уже против тренда на вот этом сигнале пересечения линий. Еще и контртрендовый сканер давал мне алерт, уведомление, что это разворот. Соответственно, здесь сработал тейк, я закрыл убытки. И сейчас уже точно делаю профит, который может стать очень большим, да, если этот рынок продолжит падение. Уже видите, гистограмма другого цвета. И это может говорить о том, что продавцы становятся сильнее и сильнее. Да? Посмотрите, как резко рынок изменил свое состояние, и вы можете это прочитать вот здесь. Это самый сильный сигнал в трейдинге на изменение контекста, на изменение тренда.